Всем привет! В этом видео приготовим 5 сладких рецептов из лаваша. Все блюда очень легкие в приготовлении и вкусные. Первым приготовим сладкий и очень вкусный пирог с творогом. При приготовлении такого пирога не нужно замешивать тесто и не нужен даже миксер. Сначала подготовим изюм. 50 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. С подготовленного изюма сливаем воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Готовим начинку. В миску кладем 400 грамм творога любой жирности. К нему насыпаем 3 столовых ложки сахара. Добавляем 2-3 столовых ложки сметаны и 10 грамм ванильного сахара. Все хорошо перемешиваем. Также в начинку насыпаем подготовленный изюм. Опять перемешиваем. Берем лист лаваша и складываем его так, чтобы он подошел по размеру к форме, в которой будем запекать пирог. Лаваш разрезаем на прямоугольные части примерно такой же шириной, как и форма для выпечки. Я взяла 2 листа лаваша и каждый разрезала на 3 части. В каждый кусочек лаваша кладем творожную начинку и скручиваем трубочкой. В одну трубочку кладем примерно 1,5 столовых ложки начинки. Так скручиваем все трубочки. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму кладем все трубочки. Размер моей формы 26 на 19 сантиметров. Готовим заливку для пирога. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и наливаем 100 мл сметаны. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. Приготовленной заливкой поливаем все трубочки из лаваша. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 25 минут. Пирог получился очень вкусным и ароматным. Готовится настолько просто, что с его приготовлением справится каждый. Вторыми приготовим рулетики с тыквой. Такие рулеты раскрывают всю свою прелесть спустя несколько часов после приготовления, когда аромат апельсина проникнет в каждый уголок этого потрясающего блюда. Сначала приготовим начинку. 100 грамм изюма моем и заливаем горячей водой. Даем настояться 10 минут. 350 грамм тыквы трем на мелкой терке. Подготовленную тыкву перекладываем в миску. Сюда же добавляем цедру одного апельсина. Снимаем только оранжевую часть шкурки. Вместо апельсина можно использовать лимон. Насыпаем 2 столовых ложки сахара. Перемешиваем. Добавляем уже подготовленный изюм. Все окончательно перемешиваем. Примерно 70 грамм сливочного масла растапливаем в микроволновке. Расстилаем лист лаваша и смазываем его растопленным сливочным маслом. Для этого блюда мне понадобилось 2 листа тонкого лаваша общим весом 270 грамм. На лаваш выкладываем половину начинки. Распределяем ее только по ближней к себе половине лаваша. Все аккуратно сворачиваем в плотный рулет. Так подготавливаем 2 рулета с начинкой. Каждый рулет разрезаем на 3 примерно одинаковые части. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму выкладываем рулеты. Одно яйцо разбиваем в миску и немного взбиваем его вилкой.
Взбитым яйцом смазываем все рулеты сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Блюдо готово. Подавать такие рулеты с тыквой можно как в теплом, так и в холодном виде. А особенно вкусными они становятся, когда настоятся несколько часов. Обязательно их приготовьте, это настолько вкусно, что невозможно оторваться. Третьим приготовим маковый рулет без замеса теста. Такой рулет выручит, когда нужно приготовить что-то быстрое и вкусное к чаю. Сначала приготовим начинку для рулета. В миску кладем 400 грамм творога, насыпаем 100 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара и 80 грамм сухого мака. Сюда же разбиваем 3 яйца. Желток из одного яйца выливаем в стакан, он понадобится нам чуть позже. Вилкой хорошо перемешиваем творожную массу. Расстилаем 1 лист лаваша. На него выкладываем половину творожной массы. Равномерно распределяем ее по всему лавашу. Скручиваем лаваш с начинкой в рулет, начиная с более узкой стороны. Точно так же подготавливаем и второй лаваш. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Приготовленные рулеты перекладываем в форму. Сверху рулеты смазываем оставленным желтком. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20-25 минут. Рулетики испеклись, даем им остыть. Разрезаем на порционные куски и подаем на стол к чаю. Творожно-маковые рулеты получились очень вкусными, красивыми и ароматными. Готовятся они настолько просто, что с их приготовлением справится каждый. Обязательно их приготовьте, это очень просто и быстро. Четвертый приготовим быструю ленивую пахлаву. Готовится она очень просто и получается невероятно вкусной. От вас понадобится 5 минут активного времени, а остальное сделает духовка. Берем примерно 70 грамм сливочного масла и растапливаем его в микроволновке. В 200 грамм грецких орехов кладем в измельчитель. Немного измельчаем, но не в самую мелкую крошку. Расстилаем лист лаваша. Смазываем его с одной стороны растопленным сливочным маслом. Сверху лаваш смазываем вареной сгущенкой. Делаем тонкий слой. Сверху все посыпаем измельченными орешками. Все скручиваем в рулет. Таким методом я подготовила 2 рулета из 2 лавашей общим весом 270 грамм. Для них мне понадобилось 200 грамм вареной сгущенки. Получившиеся рулетики разрезаем на небольшие кусочки шириной 1,5-2 см. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем приготовленные рулетики из лаваша. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем 20 минут. Готовую пахлаву достаем из духовки и даем ей остыть. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Ленивая пахлава получилась очень вкусной и хрустящей, а особенный вкус ей придают орешки. Готовится она быстро и очень просто. Это отличный рецепт для домашнего чаепития.
И последним приготовим сладкие рулетики «Веселая обезьянка». Это очень быстрый рецепт из лаваша, который будет готов буквально через 5 минут. На столе расстилаем лист лаваша. Кладем арахисовую пасту и размазываем ее по всему листу тонким слоем. Мне для одного листа лаваша весом 140 грамм понадобилось примерно 100 грамм арахисовой пасты. Вместо арахисовой пасты можно использовать вареную сгущенку. На край лаваша по длинной стороне кладем бананы. Там, где нужно, изогнутые бананы аккуратно выравниваем. У меня поместилось 2,5 банана. Лаваш с бананом скручиваем в плотный рулет. Получившийся рулет нарезаем порционными кусочками. Красиво выкладываем на тарелку и подаем на стол. Сладкие рулетики «Веселая обезьянка» получились вкусными. Легкий вкус арахисовой пасты, лаваш и банан прекрасно сочетаются между собой. Готовится такое блюдо быстро и прекрасно подходит, когда хочется приготовить что-то сладкое. Если вам понравились такие сладкие рецепты из лаваша, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.